Сегодня мы вам покажем, как сделать стальной желудь. Возьмем круглый профиль нужного нам размера и разметим, где будет находиться сам плод и плюсок, то есть шляпка. Используя отрезной круг, отделяем части желуди друг от друга и начинаем формировать его. Перед тем, как мы продолжим, хочу порекомендовать вам репортаж об одном из художников нашей мастерской, Константине Беньковиче. Константин занимается современным искусством и работает с металлом, используя авторские приемы. Все подробности вы сможете найти на канале Артобстрел, ссылку я оставлю в описании под видео. Очень цельное высказывание. Материал вторичен, важна идея. Физический труд в работе. Как я это сделаю, это вообще не важно. Важно, что я хочу сказать. Я ищу баланс между декоративным и концептуальным. Если видишь, на двери написано «Factory», то ты можешь ко мне зайти. Ты уже начинаешь думать про арматуру, про судьбу нашей страны. В общем, смешно и грустно. Менять смыслы, брать какие-то вещи, потом перекодировать их. Я самый не декоративный художник из стрит-арта. Обязательно напишите комментарии на канале Артобстрел, как вы относитесь к современному искусству и есть ли у вас любимый современный автор. После того, как заготовка приобрела очертания желудя, отрезаем с запасом. Для ускорения процесса мы воспользуемся сверлильным станком. Закрепляем заготовку и при помощи зачистного диска продолжаем формировать. После зачистного доводим желудь при помощи отрезного диска, а потом напильником.
Вырезным кругом делаем насечки, завершая плюсок. Чистим при помощи карщетки. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на наш канал.